Добрый день, дорогие мои! Сегодня я вам расскажу, как собрать вот это вот крыло. Для того, чтобы собрать вот эти вот две большие детали, нужно было заранее заготовить несколько маленьких. Вот эту вот деталь и эту. И также заготовить вот такие вот детальки, ягодки с сеточкой. Мастер-классы, уроки на вот эти все элементы у меня уже есть. Сейчас мы с вами займемся тем, что мы соберем в кучку вот эти все элементы. Разместите вот этот вот элемент сеточкой и элемент, вот эта вот длинная лента, вот так вот встык друг к другу. Вот здесь вот. И вот смотрите, теперь нужно просто взять и сшить вот эти вот две детали. Аккуратненько захватывайте одну ниточку и постарайтесь аккуратно сшить вот эти вот две детали между собой. Вот получится у нас вот такое вот крыло из нескольких разных деталей. Еще один стежок и еще один стежок. Не пришиваем ничего лишнего. Вот собираем вот так несколькими стежками. После того, как вы их между собой соединили, после этого ниточку просто закрепляете под столбики. После этого ниточку можно просто обрезать. Второе крыло нужно в том же самом месте соединить точно так же. И теперь у вас получилось вот таких вот две заготовки больших крыльев. Вот в этом месте внизу крылышко соединено вот такой вот столбиками с накидом. Чтобы начать вязание вот от этой вот детали, нужно протянуть от того места, где мы будем начинать вязание, нужно закрепить ниточку. Вот сделайте вот такой вот стежок и протяните куда-нибудь вот ниточку. Все, иголочку можно убрать. Теперь нитку вытяните до нужной длины. Вот этот хвостик, который остался, его потом можно будет обрезать. И от этого вот места, которым мы будем соединять, теперь начинаем вязание. Вытягиваем первую петлю, делаем цепочку ровно вот такой вот длины. Буду сейчас считать: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Главное, чтобы у нас крылья были одинаковыми. Сверяемся вот с этим крылом. Вот у меня цепочка из 10 воздушных петель. Теперь эту цепочку нужно закрепить вот с этой стороны столбиком без накида или глухой петлей. Просто соединить. Теперь нужно эту цепочку обвязать столбиками без накида. Просто вокруг цепочки делаем 12 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12. Вот получается вот такая вот обвязочка. Теперь нужно подняться на 3 воздушных петли. 1, 2, 3. И сделайте соединительную петлю или глухую петлю вот в вершину вот этого вот столбика. Вот теперь работу нужно повернуть. И в эту цепочку мы будем вязать столбики с накидом в каждый столбик нижнего ряда. 1,
во второй столбик и третий. В третью петлю сделайте 2 столбика с накидом, в ту же самую петлю еще 1 столбик с накидом, потому что у нас здесь как будто расширение идет, поэтому столбиков с накидом должно быть немножечко больше, чем в нижнем ряду. В следующую петлю еще 1 столбик с накидом, в следующую петлю 1 столбик с накидом, и в каждую третью петлю делайте по 2 столбика с накидом. Вот в эту третью петлю делаем 2 столбика с накидом, в следующую петлю 1 столбик с накидом, в следующую петлю 1 столбик с накидом. Давайте в следующую тоже 1 столбик с накидом. Просто внешне смотрите, чтобы у вас просто красиво ложился край. И в следующий столбик сделаем 2 столбика с накидом. 1, 2, 1 и 2. Так, давайте проверим, как ложится. Чтобы это так. И здесь еще 2 столбика с накидом в последний столбик. 1 и 2. И теперь соединительную петлю вот в эту вот вершинку. Все, делайте соединительную петлю. И теперь можно ниточку обрезать и просто закрепить. Теперь смотрите, вот что у нас получилось. Крыло как бы с начиночкой и с этим готово. А в середине крыла вот эта вот часть, вот смотрите, вот она заполнена сеточкой, игольной сеточкой. Для того, чтобы вот эту вот часть заполнить сеточкой, вам понадобится планшет подходящего размера. И на этом планшете нужно разместить нашу вот эту вот заготовочку. Заготовочку размещайте так, чтобы все элементы были расположены в натяжку. Ну и обязательно сверяйтесь с уже вашим готовым крылышком, чтобы они были по размеру одинаковыми. Размещаем наш элемент лицом на планшет. Сейчас нужно зафиксировать этот элемент с помощью булавок очень густо. Это нужно вколоть много-много булавочек. Заправьте ниточку в иголку от какого-нибудь угла, либо от этого. Мы с вами начнем заполнение сеточкой. Для этого сначала нужно закрепить нитку несколькими стежками под плотные элементы. Нужно закрепить ниточку, протянуть ниточку под элементами. Так, булавочки старайтесь утопить поглубже, чтобы ниточка за них не цеплялась. Ниточка у вас закрепилась. И теперь можно начинать работу над самой сеточкой. Как делать сеточку, я вам уже во многих предыдущих уроках показывала. В принципе, она ничем не отличается. Принцип ее создания. Но я вам еще раз это все покажу. Вот, закрепляете сеточку в какой-нибудь плотненький элемент за пару ниточек. Потом делаете 1-2 виточка вокруг сеточки. И закрепляете с другой стороны под другой элемент. И снова делаете пару виточков. И вот сейчас вот на примере вот этого вот маленького крылышка, кто еще не знает, как делать эту сеточку, мы с вами легко научимся это делать. Снова делаете прикрепляющий стежок, обвитие вокруг ниточки. Снова делаете прикрепляющий стежок с другой стороны под узелочком. Всегда прикрепляйте за пару ниточек, потому что одна ниточка у вас будет вытягиваться. Сеточку старайтесь не стягивать сильно. Делайте все так, чтобы изделие потом не деформировалось. Поэтому натяжку ниток нужно регулировать пальцами
очень аккуратно обвили немножко. Вот смотрите, здесь более-менее просто, да, туда-сюда шаги делаем. Теперь нужно как-то прикрепиться. Ну, давайте вот здесь. Сеточка, создание сеточки — это процесс такой вот творческий. Она у нас нерегулярная, поэтому вы всегда будете выбирать место для следующей прикрепки, ориентируясь на свой вкус и на свое восприятие красоты. Вот, смотрите, поехали вот сюда. Делаем 1-2 виточка. Если прикрепили недостаточно, чувствуете, что элемент ерзает, добавьте булавочек. Не стесняйтесь, булавочки лишними не будут. Главное, хорошо, правильно зафиксировать элементы, чтобы они лишний раз не сдвигались, чтобы потом готовое изделие у вас не давало деформацию. Прикрепляемся за пару ниточек. Закрепили. Делайте 1 или 2 виточка. Здесь расстояния очень маленькие, но принцип создания сеточки точно такой же. На большом изделии вы точно так же между элементами будете создавать вот эту сеточку. Вот смотрите, вот здесь я оставляю пустую необвитую ниточку. Сейчас вы поймете, для чего она. Сначала я выбираю, прокладываю вот в этом направлении, я прокладываю большие стежки, которые как бы составляют основу, костяк сеточки. Вот так, закрепили. И сделайте 1 или 2 виточка. Можно 1. Дальше следующий стежок в противоположном элементе. И снова сделать виточек. Чтобы хорошо держалась, я буду добавлять вот здесь по ходу булавочки, потому что это оказалось очень мало. Надо побольше, чтобы элементы были очень надежно зафиксированы. Дальше вот сюда давайте закрепимся, вот в этот элемент. То, что стежки длинные, это еще как бы не законченная сеточка. Мы будем заполнять, мы будем формировать дополнительные ячеечки, когда будем возвращаться назад по той же дороге. Вот вы посмотрите принцип создания. Вы поймете, как это все легко, интересно делать. Смотрите, подтягиваем аккуратно, но не затягивайте, чтобы сеточка потом не деформировала вам изделие. Подтягивайте аккуратно, но осторожно. Количество ячеек и размер у вас произвольный. Все зависит от вашего видения прекрасного, как вам хочется, как вам видится. Вот дальше ниточку. Вот смотрите, можно вот сюда. Ну, я вот, наверное, вот сюда длинным переходом сделаю. Пару ниток обязательно всегда цепляйте пару ниток. И снова пару виточков. 1, 2. Теперь вот сюда закрепляем. И вот мы с вами продвигаемся, заполняем вот это вот все пространство. Снова закрепляемся в ягодку и делаем стежок. Обвиваем, просто обвиваем. Это как бриды в румынском кружеве. Простые обыкновенные бриды. Обязательно старайтесь подцепить 2 ниточки, не меньше 2, чтобы одна ниточка не вытягивалась такой вот длинной несчастной петлей. И вот сюда закрепляемся под узелочек. Вот когда у вас появляется вот такой вот большой участок, старайтесь его просто разрезать пополам. Разрезать пополам, чтобы потом легче было формировать маленькие участки ячеек. Вот мы его сейчас разрезали на 2 части, а потом клеточки будем делать с этой стороны и с этой. Делаем стежок, еще стежок и прикрепляемся вот с этой стороны.
Дальше создаем сеточку. И вот добираетесь до противоположного угла. Добираетесь до противоположного угла крылышка. Да, в самый край не надо вкалывать булавочки, потому что потом они могут мешать найти ниточку, за которую можно зацепиться. Ягодку аккуратно цепляем. Смотрите, вот сейчас мы с вами, вот видите, заполнили вот в эту всю часть вот таким как будто скелетиком сеточки. Она еще как бы не готова, но уже есть за что зацепиться. Вот смотрите. Вот теперь еще один стежок, наверное, вот сюда сделаю. И теперь уже я от этого места сейчас начну двигаться в обратном направлении, туда, где я начинала работу. Каждый участочек, вот каждый вот этот вот маленький участок нужно обвить несколькими стежками, несколькими витками. Очень аккуратно и очень вот так вот, придерживая ниточку, делаем обвитие. Вот теперь, видите, теперь уже возвращаясь назад, вот эта ниточка будет обвита вторым, ну как бы, эта ниточка уже будет обвита. Теперь, чтобы не было больших кусков пустых, будем дополнительно делать ячейки. Вот дополнительно делайте ячейки, продвигаясь назад. Вот в эту вот вводите. И смотрите, вот получилась ячейка. Вот это вот основная центральная линия. Вот она. Вот, 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 вот. Сейчас мы будем по ней возвращаться назад. И по пути формировать дополнительные ячейки, чтобы сеточка получилась красивой, нерегулярной, но все-таки равномерной. Чтобы были приблизительно одинаковые ячейки сеточки. Каждый участочек нужно обвить несколькими витками. 2 или 3 это вы решаете в зависимости от той длины, которая у вас получилась на участке. Вот, теперь на этот участок переходим. Смотрите, обвиваете 1, обвиваете 2. И вот этот участок, чтобы он не был большим, здесь дополнительно делаем еще одну ячейку. Вот закрепляемся вот за 2 ниточки вот в этом месте. Подняли, закрепили и подтягивайте, но очень аккуратно. И вот смотрите, вот 1, 2, 3 ячейка, 4 уже получились именно того размера, который бы задумывался изначально. Ячейки клеток могут быть в зависимости от вашего вкуса и предпочтения, крупнее или мельче. Слишком много витков тоже нежелательно делать, потому что сеточка будет перетянутая, перекрученная. Вот дальше вот пустая. Вот по ней возвращаемся. 1 виток, 2 виток. Так, теперь вот снова пустой участок. Снова пустой участок дальше, который центральная ниточка. И по ней снова обвиваем 1 виток. Да, давайте после одного витка вот сюда добавим ячеечку. Добавим ячеечку. Вот, ниточку закрепили. И снова делаем несколько витков вокруг новой ниточки. 1, 2. Теперь вокруг этой ниточки 1 виточек сделали. И вот сюда новую ячеечку делаем. И обвиваем снова 2 или 3 виточками вновь образованную ниточку. Еще раз натяжение. Натяжение делайте очень аккуратно, чтобы сеточка не провисала
И чтобы не было перетянуто. То есть это просто рукой контролируйте вот этот вот весь процесс натяжения. Все, вот снова добрались до вот этой центральной ниточки. И снова по центральной ниточке делаем несколько виточков. 1, 2, да. Вот теперь вот сюда еще хочется добавить одну ячеечку. Вот этот вот процесс, конечно, сейчас вот этот вот, когда в этом направлении шла большими стежками, заполнение происходит быстро. А вот на обратном пути, когда вы формируете много маленьких ячеек, уже работа продвигается более медленно. Снова за центральную делаете. И вокруг этой центральной ниточки, чтобы не было пустых больших ячеек, добавляем здесь еще ячейку. Вот так вот добавили. И если хочется, можно еще и вот сюда добавить. Вот так вот. И получается вот такая вот сеточка. Этот планшет маленький и легкий, поэтому на нем работать не особо удобно. Он подпрыгивает. А большие планшеты, которые я использую для сборки уже большого куска полотна, с ними работать удобнее. Они более тяжелые. Вот такая вот формируется сеточка. Смотрите. Поехали дальше. Вот смотрите, то, что я вам говорила, разделить вот этот кусочек пополам на две детальки. И вот теперь, чтобы заполнить сеточкой с этой и с этой стороны, мы начинаем как бы вот с каждой стороны добавлять новые ячейки. Вот с этой стороны добавим ячейку. Делайте вот какую-то такую вот протяжечку. Теперь ее нужно обвить парой витков и закрепить на противоположном элементе. И снова сделать несколько обвитий. Аккуратно. Аккуратно, чтобы ваши булавочки вам не мешали. Булавочки старайтесь утопить максимально глубоко. Ячейку сеточки добавить. Вот 1, 2. И снова возвращаемся к центральной линии. Вот видите, вы добавили несколько ячеек маленьких и вернулись снова к центральной, вот этой вот центральной линии. Теперь снова по центральной линии делаете 1 или 2 стежка обвития. И теперь с другой стороны добавляете еще ячейку. Вот сюда вот ниточку. Аккуратно подтягивайте. Сделаем 1 или 2 виточка. Вот так. И теперь ячейку, чтобы вот такую вот сделать. Весь процесс шитья вот этой сеточки нерегулярной, он абсолютно вот такой вот свободный, абсолютно творческий. У вас вы можете, ну, как бы ориентироваться просто на размер. Ну, старайтесь, чтобы у вас клеточки были приблизительно одинакового размера. Не надо, чтобы они были одна больше, одна меньше. Главное, чтобы они гармонично между собой сочетались. Теперь с этой стороны добавляем ячейку.
смотрите, вот так вот постепенно у вас будет формироваться сеточка. У вас закроются все пустые ниточки. Вот эти все ниточки пустые, они постепенно будут закрываться. Вот снова я вернулась к вот этой вот пустой ниточке. Снова делаю стежок, обвитие вокруг этой ниточки. Добавляю вот сюда ячейку. Делаю еще обвитие. И вот сюда еще одну ячейку, чтобы размер ячеек всех был приблизительно одинаковым. Вот, вот такая вот получается сеточка. Принцип понятен. Будем продолжать до конца. Или можно просто уже, как бы я буду шить, но вы наблюдать. Я уже во многих других видео делала подобные сеточки на красном платье, на блузке. Я уже показывала принцип создания шитой сеточки между элементами. Но, как бы я понимаю, что можно не найти, не попасть, где-то видео затерялось. Поэтому я начинаю создавать вот новую модель, зеленую вот эту вот блузку, вот мою малахитовую бабочку. Поэтому решила, что и на этом изделии я тоже вам покажу, как я делаю шитую сеточку. Вот, планшет можете поворачивать, как вам удобно. И вот обвиваете каждый участочек, обвиваете несколькими стежками. Вот видите, здесь уже нам дополнительных ячеек не нужно делать. Просто несколько стежков вокруг уже проложенной линии ниточки. Сделали, снова поворачиваем, как удобно, и продолжаем. Здесь уже большой участок, да, здесь большой, поэтому здесь будем делать дополнительные ячейки. Вот. Если не нравится булавочка, перекалываем и вот сюда, вот так. Вот. Продолжаем делать дальше сеточку с помощью иглы. Снова делайте несколько витков от 2 до 3, смотря какой у вас размер вот этой бриды. Вот видите, тоже большой участок вот здесь. На нем мы тоже с вами сейчас будем формировать дополнительные клеточки. Да, вот сюда вводим иголочку. Вводим иголочку и делаем дополнительные ячейки. Вот. Вот сюда. Вот так вот в этом месте крыла у вас получится вот такая вот интересная ячеистая структура. Такая сеточка. Я уже, когда буду собирать блузку, уже дополнительно вам рассказывать, как вязать сеточку, я не буду. То есть, кто сеточку не шьет, а вяжет, вы можете вот эту часть крыла просто сделать вязаную сеточку, как вы привыкли это делать. Вот в этом месте. Кто шьет так же, как и я, вот видите, здесь у меня большие ячейки такой грубой обвязки, а вот в этом месте вот будет такая вот крыло, как полупрозрачным будет смотреться, будет такая нежная ниточная сеточка.
Вот видите, снова возвращаетесь. Каждый раз вы все время будете продвигаться вдоль вот этой вот линии, которая была проложена, основные стежки. И вот снова возвращаетесь к центральной линии и от нее снова формируете в каждую сторону дополнительные ячейки. Вот сюда, да, дополнительные ячейки. Слишком мелкие делать не нужно. Мелкие они тоже не очень хорошо смотрятся, ячейки. Поэтому вот сколько здесь получается? Ну, миллиметров 5-6 у меня ячейки сделаны. Вот. Просто определяетесь, где вам больше нравится. Вот здесь нравится, да? И добавляем ячейку. Старайтесь шить аккуратно, чтобы вы не зацепили ткань планшета. Потому что потом придется срезать, и ткань на планшете повредится. Поэтому для того, чтобы не зацепить ткань на планшете, вот смотрите, что я делаю. Я просто приподнимаю вот эту вот часть, и образовывается такая вот горка, под которую я легко могу протянуть иголку, чтобы не зацепить планшет. Вот. Просто потянули чуть за ниточку и приподняли основу. Вот. Самое интересное, когда участок вроде не очень большой и даже не знаешь, как лучше сделать еще одну ячейку или оставить большую дырочку. Иногда бывает такого, накрутишь кучу мелких ячеек. Ну, в общем, пускай будет еще одна, да? Вот добавляю еще одну ячейку. Так, снова возвращаемся вдоль вот этой вот линии. Вдоль центральной линии стежки мы проложили. И теперь вдоль нее просто добавляем, сколько вам нравится ячеек. Вот снова. И просто несколько витков вокруг ниточки. Опять несколько витков. На каждом участке 2-3 виточка. Вот опять, видите, как будто вот поделено на 2 детали, на 2 части. И заполнять будем сеточкой с одной и с другой стороны. Вот. Теперь вот сюда, да, где-то закрепляете ниточку. Аккуратненько. Так, не затягиваем, чтобы не деформировать готовое изделие. И прикрепляем сюда. Вот еще одна ячейка получилась. Видите, как красиво все получается. Я вам просто оставлю все это видео как бы в реальном времени, чтобы вы понимали, какое количество времени тратится на изготовление участка сеточки, чтобы вы могли понять, насколько это быстро или медленно, и приняли решение, с помощью какой сеточки вам собирать изделие. Вот добавляем вот сюда ячейку, добавили, сделайте пару виточков, один и второй. Вот. И вот этот вот большой кусочек еще можно поделить на 2 детали, на 2 части. Вот смотрите. И получаем вот такую вот не очень мелкую, но довольно-таки густую сеточку. Все, каждый кусочек просто обвиваем ниточкой. Просто обвиваем ниточкой.
Чтобы нитка не крутилась, старайтесь отрезать не очень большой кусок нитки, 1,5 метра. Максимум там 1,80 м, чтобы вам удобно было, комфортно работать. Так, вот сюда давайте добавим. И несколько витков вокруг ниточки. Продолжайте дальше. Продолжайте. Вот смотрите, у нас с вами остался вот такой вот уже маленький кусочек, не заполненный сеточкой. Вот 1, 2. И вот смотрите, возвращаемся к центральной линии. И вот сюда вот давайте вот так вот сюда вот закрепим стежок. Несколько обвитий. 1, 2. И вот сюда вот еще добавим. Добавим вот сюда клеточку. И получается. И возвращаемся назад. Каждую ниточку обвиваем 2-3 стежками. 1, 2. Вот здесь у нас уже готовые клеточки. Здесь просто продвигаемся, обвивая. 1, 2 виточка. Здесь тоже аккуратно. 1, 2. Так. Здесь вроде как участок довольно-таки большой. Здесь будем добавлять ячейку. Будем добавлять вот в этом месте. Так, вот так вот, да? Добавляете ячейку. Цепляйтесь за пару ниток. Вот аккуратно. Пару витков. И снова возвращайтесь к центральной нитке. Так, вернулись. И вот смотрите, вот уже чуть-чуть осталось. Скоро сеточка будет закончена на этом участке. И у вас уже будет готовая деталь, которую можно будет использовать в сборке всей блузочки. Да? Тоже, видите, вот я стараюсь проложить вот эту вот центральную, как будто вот посередке, чтобы с этой и с этой стороны потом формировать дополнительные ячейки, клеточки. Вот. И 1, 2. Хуже всего, когда вот остается маленький кусочек, тут ниточка заканчивается. Приходится снова перезаправлять, перезакреплять ниточку. Отрезала маленькую. Так, ну вот давайте, чтобы закрепить нитку, вот как раз я вам покажу, как я меняю нитку. Вот я стараюсь, вот остался у меня маленький кусочек, вот я буду выводить сейчас вот сюда, закрепляю новую ячейку и закреплю ниточку, остаток нитки под вот этот уже готовый элемент, чтобы нитка никуда не выдернулась. Так, под шнур закрепили нитку и обрезать. Теперь новую нитку сейчас заправим в иголку. Вот смотрите, ниточку заправили в иголку, и с того же самого места, куда вот я вот сюда вот
закрепила последний стежок. И вот сюда же мы начнем шитье. Закрепляете хвостик ниточки под элементы, под плотные, и выводите в то место, на котором вы остановились. Вот в это место. Вот. И продолжаете вот этот вот хвостик, который остался торчать, подрезаете его. И продолжаем. Вот это тоже ненужное уже. И продолжаете делать сеточку до конца. Вот. Тут уже совсем немножечко осталось. Вот маленький участочек зашить. Так, аккуратно, чтобы не образовывались узелочки. Вот, смотрите, вот сюда еще можно сеточку сделать. Вот так вот ячеечку. И добавить вот куда-то, вот в это место, может быть. Ну, это все на вкус и цвет, да. Хотите, добавляем. Добавили еще одну ячейку. Обвивайте 1, 2. Вот здесь вот маленький кусочек можно один раз обвить. 1, 2. И здесь уже ячейки маленькие. Здесь уже не нужно дополнительных ячеек. Просто обвиваете то, что есть. И продвигаетесь к началу работы. 1, 2, 1, 2. И вот смотрите, завершающий участочек, который нас с вами приближает к началу работы. Вот с какого места мы с вами начинали шить. Вот получается, прошили вот туда, вот туда, вот туда прошили большими стежками. И теперь возвращаемся и прошили все маленькими стежками, маленькими ячейками. Добавляем сколько нужно. Все. Еще пару ячеек. И сеточка на этой части крылышка будет готова. 1, 2. И вот сюда еще добавим, да. Давайте вот сюда добавим еще одну ячеечку. 1, 2 виточка. Вот сюда. Давайте еще одна ячейка вот в этом месте, да. Все, смотрите, смотрите, ура, 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 у нас с вами заканчивается сеточка. Смотрите, все, вот в исходную точку. Вы вернулись в исходную точку. Теперь в исходной точке, точно так же, как и всегда, сделайте закрепку. Закрепку, просто протянув хвостик ниточки несколькими стежками под плотные элементы. Я использую хлопчатобумажную нитку, поэтому она не выдергивается, не скользит. И все обрезаем. Обрезаем. Вот смотрите, сеточка вот в этой части крылышка готова. Теперь все булавочки нужно убрать. Просто убираете все булавки. Вот все булавочки убираете. И смотрите, вот у вас получилось вот уже готовое крылышко. Вот что у нас с вами получилось. Вот это вот изнаночная сторона. Давайте посмотрим, как это выглядит с лицевой стороны. Вот такая вот красота. Вот уже
финал крылышка получился. Желаю вам творческих успехов. До свидания.